Holy Spirit. Просим Тебя, Святой Дух, Stir up our spirits. возбуди наш. As they come, Holy Spirit, in a greater way in us. Мы говорим Тебе, приди, Святой Дух, We love you, и Holy засядь в Spirit. нас. Мы любим Тебя, Дух Святой. We love your presence, Мы любим Jesus. Твое присутствие, Иисус. We love your name, Father God. Мы любим имя Твое, Отец. We say, come, God, in a greater way, greater presence. Увеличь присутствие, сильно проявляй себя среди нас. Yes, Lord, you've waited for tonight to be with your people in a special way. Господи, мы ожидали этого присутствия, мы ожидали Твоей встречи с нами. Особенным образом любим Тебя, Бог. Spirit of prophecy, we desire you. Дух пророчества, мы нуждаемся, мы The желаем name of Тебя. Jesus. Имя Иисуса. The testimony of Jesus. Свидетельство We Христа. love you. Мы любим Тебя. Feed us tonight, God. Насыщай нас сегодня, Бог. Here we are, God. Вот мы здесь. Thank you, Lord. Спасибо, Боже. Hallelujah. Аллилуйя. Amen. Thank you, Lord. God. Спасибо, Отец. Thank you, God. So you may have a seat. It's good to see everybody. Очень рады видеть каждого из вас. Welcome. Добро пожаловать. Let's dive. We're going to dive right into Мы можем God. нырять прямо в Бога. Because I know you've already been swimming in Him all day. Я знаю, что вы в нем уже плавали весь день. So we're just going to go deeper and Мы просто farther, глубже пойдем и wider. дальше. We're going to break open more boundaries. Мы больше границ хотим разломать. Great. Yes. And so the first thing we want to do Первое, что хотим сделать, is exercise our faith together. практиковать веру вместе. And there's a certain group of people that we'd like to pray for. Мы бы хотели помолиться о определенной группе людей. We really did discuss this. Вроде бы нас обсуждали. Why is everybody laughing? А что смеются все? Don't most husbands act like this? А что, в основном мужья так и ведут себя, приглашенные к The этой wife says, you know what we talked about. Ты же знаешь, мы же говорили об этом. The husband goes, we did. А муж говорит, что действительно? It's a joy to see the smiles on your face. Всегда радостно видеть улыбки на лицах, ваших лицах. When you do that, you're really smiling at God. Когда вы это делаете, вы улыбаетесь Богу. But what we were wanting to pray about is those people who have started a business, Мы хотим помолиться о людях, которые начали бизнес. and we want to pray over them И за бизнес тоже помолиться. now. Сейчас. But before we start, I want to tell one story. А прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам еще одну историю. You ready? Готовы? Really? Точно? Okay. Хорошо. About 10 years ago, Sharon and I Около 10 лет назад мы с Шерон got an assignment. получили приглашение The assignment was to pray over businesses. молиться за, назначение от Бога, молиться за бизнесы. We go, well, we don't own a business, Но мы подумали вначале, мы не очень-то понимаем в этом. but it was put in our hearts that's what we had to do. Но в наших сердцах это получило отклик, мы поняли, что именно это наше служение. So we get a phone call. Поэтому мы получили недавно, вернее, после этого звонок. It's a phone call from a man Это было от человека, that lives 90 miles away from us. который жил 90 миль, это 135 километров. And we go, how did he hear about us? И мы подумали, откуда он вообще о нас узнал? He wanted prayer. Он попросил нас помолиться. We said, well, what for? Задали вопрос ему, о чем? He says, well, this past month, в последний месяц my partner left me, я потерял бизнес-партнера. and we have this business, which is a charter business for airplanes. И нашим бизнесом были чартерные самолеты, организация чартерных полетов. The man stole И этот человек украл
all the reserves in the bank account. В общем, очистили весь банковский счет. Все, что они откладывали. He says, I need to come up with $300,000 by Friday. И к пятнице мне крайне необходимо внести $300,000. So this was like Friday or Saturday, so we drive up there on Monday or Sunday. Мы приехали к нему в понедельник, а звонок был где-то в пятницу или субботу. So when we get up there, not only does he tell us this story, but his wife was divorcing him. Оказалось, что не просто его бизнес-партнер вот так его подставил серьезно, но и жена разводилась с ним. So your observation and my observation is. Поэтому вы наверняка подумали бы, как и мы тогда подумали. What can we do? А что вообще здесь можно сделать, если такая All we can ситуация? do is pray. Ну, все, что остается, помолиться. Yeah. Ну, так сказать, напоследок. So we go home after praying over him. Мы помолились за него и вернулись домой. He calls us that Friday. И в пятницу этой недели он позвонил нам He says, you won't believe it. и сказал, вы не поверите. $300,000 came in. 300 000 поступили на наш счет. We are solvent for the next year. То есть на следующий год, весь год у нас все хорошо. So it's great for the guy who received that. Это замечательно получить подобное благословение. But it validated who we were, Sharon and I. Но для нас это была своего рода небесная оценка. That we do hear from God. Что мы правильно услышали от Бога. And then we take the step of faith. И затем сделали шаг веры. Through the door that God opens. В ту дверь, которую Бог открыл. Okay, God, here we are. Now what do we do? И мы сказали, Господь, ну вот мы, что нам делать? So that's why we want to pray over your business people, because they've taken a step through the door. Поэтому мы хотим за бизнесменов помолиться, тех, кто уже начал бизнес, и потому что они сделали этот шаг в открытые двери, то есть возможности. So together we're going to participate in this. Мы это сделаем вместе. Because God loves His business people. Богу нравятся его бизнесмены. It's Father God who places us in our vocation in business. Это именно Папа Бог поместил нас в том месте, где мы создаем бизнес. It's our good Father who gives us the business ideas. Именно добрый Отец дает нам бизнес-идеи. It's our good Father who causes it to happen. He provides. И добрый Отец обеспечивает, Он дает возможности. He not only gives the promise, Он не просто дал нам обещание касательно бизнеса, но еще высвобождает обеспечение в этой сфере. So we wanted to acknowledge what God is doing here in this city, этим in this духовным community. действием мы хотим просто признать, что Бог делает уже в этом городе, в этом сообществе. Because it's our understanding that some of the things that are happening here is not the norm that's happening in Kривий Рог. Потому что мы уже, слыша истории, понимаем, что это ненормально, то, что происходит здесь в церкви и в бизнесах. Это ненормально для Кривого Рога. We've heard that there are people here who have businesses, God gave them to them, and the businesses are thriving. И мы слышали истории, когда Бог дал идею, Бог дал бизнес вот среди разрухи экономики. But naturally, in the business world out there, it's not thriving. То есть в бизнес-мире это не то, что можно было бы начать просто по уму. Решить, начать и пошел успех, так не бывает. Вот сейчас так не работает. Right. So we just thought it was really smart to agree with God. Поэтому мы подумали, что это было бы умно с нашей стороны согласиться с Богом. Whenever you see God doing something, you know it's Him. It's a smart thing to agree with that. Если вы видите, что-то Бог делает, это умно согласиться с Ним. So, anybody, whoever is in here who has a family-owned business that you're in right now, please come forward. Мы хотим пригласить в первую очередь тех из вас, у которых семейный бизнес, совместный бизнес. Family meaning it's both the husband and the wife, Мы имеем в виду, что и муж, и жена вовлечены в husband бизнес. only, wife only, you're self-employed.
То есть вы сам над ним, в общем, вы не на кого-то работаете, это ваш бизнес, вы владеете. Вы могли бы выйти вперед сейчас. Сидят, задумчиво смотрят, и все остальные тоже. Мы именно с вами договорились. Еще. Или один, а жена поддерживает, или она имеет бизнес, муж поддерживает. Короче, вот как-то так. Okay, so we want to pray for them. Мы за них помолимся. And then I would like for you to ask Holy Spirit if there's a one-sentence word or one-sentence blessing that God has for either one of these businesses. Holy Spirit, does God have a blessing that you want to speak through me? У Духа Святого есть благословение, которое через меня хочет Бог сказать. Если кто-то один из супругов присутствует, тоже выйдите сюда. Okay. And short, brief, like one sentence. Очень коротко. If someone else have. Right. Если у кого-то из вас тоже будет слово от Господа для этих людей, очень короткое, не размазывайте, не растягивайте, хорошо? Четко, чикс от Бога. You can just be asking the Lord right now. We'll pray. Мы помолимся за них, вы можете начать спрашивать Дух Святой слово для этих людей, хорошо? Right. Okay. So, Father, thank you for your sons and your daughters. Спасибо тебе за твоих сыновей и дочерей, за твоего сына и дочь. And Lord, we thank you for your wise business strategies that you've already given to them. Спасибо тебе за мудрость и за стратегии, которые ты дал уже им. And God, we just pray for those things that are already old to be swept away. Мы просим тебя, чтобы старое было смыто, сметено, что может мешать. And for the new ideas to come. Чтобы новые идеи пришли. Father, we ask you for the new way of operating. Чтобы ты дал новый способ сотрудничества, новый способ оперирования всех действий. To become alive. Чтобы это проявляться начало в них и в их бизнесе. And this new way of operating. Чтобы новый образ действий. Would push out the old way. Вытеснил старое. So we prophesy upgrade and increase. Мы пророчествуем апгрейд и умножение. For these businesses and for any other business that's in this community. Этого бизнеса и для всех бизнесов, которые рождаются и будут рождаться в этом обществе, в этой общине. Right, Lord, and God, we declare that it's your good works, it's your good heart, Father, to give this to your sons and your daughters. И мы провозглашаем это твое сердце, чтобы дать это твоим сыновьям, твоим дочерям. And we ask you for increase of experiencing your presence with them. И мы провозглашаем умножение переживания твоего присутствия в бизнесе, в работе. Спасибо, Господь. Спасибо за эту уникальную благодать, которую ты даешь своим детям, чтобы хотеть развивать бизнес, делать в этом направлении шаги, чтобы провозглашать Твое царство, Твое великое сердце к Твоим сыновьям и дочерям. Чтобы провозглашался завет Твой с ними. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Got another story. Есть еще одна история. Close your eyes. Закройте свои глаза. Pretend you're in the most expensive car. И представьте себя сидящим в самом дорогом автомобиле в мире. Whatever that car is. Как бы вы его ни назвали. The best stereo system. Самая лучшая система. The best wheels. Невероятные колеса, покрышки. Beautiful paint job. Очень красивый салон, красивая покраска автомобиля. И все смотрят и хотят этот автомобиль. But it has no engine. Но в нем нет мотора. That's what businesses are. Это то, как выглядит бизнес. They are the engine. Businesses are engine. The engine for the kingdom. Бизнес можно воспринять как мотор для царства. There's two things I want to say to these couples. Есть пару вещей, которые я бы хотел сказать этим парам. When I was in business or working, когда я был вовлечен в бизнес, то есть работал на бизнес,
the harder I tried, чем усерднее я старался, the less that God was in it. тем меньше Бога переживал. As soon as I quit trying, Это не означает, что я прекратил пробовать, God came in it. но я пригласил Бога. So I bless these couples Поэтому я благословляю эти пары, that they have kingdom vision, чтобы у них было видение царства. not just business Не vision, только бизнес-видение, not just money vision, не только видение денег, not just family не vision, только видение для семьи своей, but kingdom business. но царственный масштаб. Kingdom, Царство Божье. kingdom. Царство. That's what's being sown in you. Kingdom. Это то, что как звук, как эхо откликается, я знаю, в многих сердцах. Царство. Okay, Holy Spirit, if there are words that you want to give to these individuals, please release them Если у now. кого-то из вас есть пророческое слово для этих ребят, вы можете сказать сейчас. If you feel like you have a short word, you can stand up Если and короткое слово, just можете встать, loudly просто громко say it. сказать. Sure. Найти, сказать, Сейчас слух с места. будь смел, решительно делай шаги. Take steps boldly, be courageous. Делай шаги, не размышляй, а занимайся. Without reason, receive from the Lord boldness and anointing. Receive. Protection. Женя и Оля, я просто пережила то, что это будет это временный такой сейчас промежуток, потому что Бог вас будет настолько углублять в служение себе, Situation because they are rooted in ministry. настолько будет углублять, что бизнес будет фоном просто. That your business will explode, Вот success will его be like a царство, действительно, оно back. настолько откликнулось, то есть вы настолько будете back of the stage. That's not your main involvement. You'll be very involved in ministry. Though it will be successful. Business. Right. It didn't sound like that's what you meant. Father, we just want to say that all the prayers that we prayed for these couples as well, anyone who is part of this community, Отец, мы также сейчас просим, чтобы все, о чем мы молились за эти пары, как представители людей в бизнесе, верующих, мы высвобождаем на них сейчас. believers who live in Krivarog and they're kingdom-minded, Верующие, которые здесь присутствуют, верующие бизнесмены, которые участвуют в бизнесе, живущие в Кривом Роге, высвобождаем благословение Царства. we send all these prayers and declarations to Мы them as well, провозглашаем эти слова и высвобождаем эти же молитвы для них, into the full business realm in this city. чтобы реальность бизнеса в этом городе отображала Царство. Thank you, Lord. Okay, who has a word for either of these? Есть у On this кого-нибудь side of еще the room. слово вот для этих еще, может быть, с этой стороны? Don't be shy. Да, не стесняйтесь. We're among friends. Мы же среди друзей. Боговодящийся, хвалите Господа, хвалите с Господом для процветания своей жизни. So the Bible says, one who is boasting boasts with the Lord, so it can be unto the glory of God. It will help your business to increase. Хорошо. And a word of encouragement, you fully to dedicate your business to the Lord. So it could be God's business. Anybody else? Есть еще? Еще кое-что. Okay. Спасибо. No. Wait. Forget that. I want her to stand up. Встань, пожалуйста, наверное. I gave her a word Я this давал тебе morning. утром пророчествовал тебе. Do you remember the word? Помнишь само слово? Содержание. Sort of. Yeah, it's written. I told her, I said,
have you ever played in sports? Я задавал, помнишь, тебе вопросы, занимался She ли said, ты спортом? oh, yeah. Ну, я сказала, да. I said, were you the smallest Была ли ты самая маленькая в классе? in the class? В классе. She said, yeah. Говорит, да. Why am I bringing that up? Зачем я задал эти вопросы, почему у меня это вообще всплыло? It's not to embarrass her, Это совсем не для того, чтобы смутить. but I said the Lord's put a fighting spirit Но inside of me. это естественные показатели того, что я увидел сверхъестественно. Бог вложил в тебя дух воина. So because these businesses are small now, Из-за того, что эти бизнесы сейчас небольшие, маленькие, they're going to be fighters like you. будут подниматься такие воины, бойцы, как ты. Аминь. Аминь. Спасибо. Да. All right, that was fun. Это было забавно, прикольно. All right. So we're going to grow in our confidence and boldness in releasing the word, right? Итак, мы с вами растем в смелости и уверенности для высвобождения Слова от Бога. And we grow in our prophetic gift by using it. И мы растем в пророческом даровании, используя его, практикуя. Okay. So last night Вчера вечером we talked about being love motivated. мы говорили о том, чтобы нашим мотивом была любовь. That's the motivation for functioning in our prophetic gifts. Это мотив для того, чтобы служить пророческим дарованием. Without love, it's nothing. Потому что без любви это ничто. It needs to come from that foundation and motivation of love. Это основание и мотивация, любовь. Because we always want to place our hands on the eternal realm. Потому что мы руками хотим дотянуться до вечной реальности. Anything that we spend our energy on, we want it to impact for eternity, right? Все, на что мы тратим свою энергию, мы хотим, чтобы имело смысл в вечности. Our motivation in practicing our prophetic gifts is not to change people. И наша мотивация пророческая не заключается в том, чтобы изменить людей. Now, we're not motivated to try to get somebody to do something. Мы не хотим пророчеством побудить кого-то что-то делать. But we rely on God's love to move on their heart for them to encounter God's heart. Но мы хотим, чтобы, полагаясь на Бога, помочь людям пережить сердце Бога. So, what were the main points from last night? Основные мысли с вчерашнего вечера. Mini quiz. Short quiz. Но Pop короткие quiz. фразы. Короткие фразы. Скажите, пожалуйста, некоторые мысли, которые вы себе взяли. What is the best way to grow our prophetic gifts? Что помогает расти? Самый лучший способ возрастания в пророческом даровании. Loving God. Loving God. Grow. Yes. Да, возрастание в любви. Growing in our intimate relationship with God. Возрастание в интимных отношениях с Богом. And if we're not doing that, while we are learning how to grow in the skill of using our gifts, If we are not doing this. if we're not doing that, Если at мы the этого same не time, делаем, а в то же самое время развиваем способности пророческие и технические, we will not have the fruit that we're looking for. не Fruit будет we того want. плода, который желаемый. Понимаете? Okay. Super. So tonight, Итак, сегодня I'm going to talk again. Do some talking. I will do some talking and teaching. я буду And учить, then говорить, и затем we're going to have two prophetic exercises to do. мы сделаем два пророческих действия вместе. So are we ready? Итак, готовы? Yes, I am. Я да. Okay, so the first point I want to make Первое, is что я I'm going хочу to talk about сказать. the spirit of prophecy. Я хочу сказать о духе пророчества. And the spirit of prophecy is a man. Is a man. И дух пророчества – это аминь. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Это Christ. свидетельство Христова, дух пророчества. Revelation 19:10 tells us Откровение this. 19:10 об этом говорит. The spirit of prophecy is the manifestation
of the man Christ Jesus. Дух пророчества – это явление человека Христа Иисуса. The spirit of prophecy will always reveal who he is. Дух пророчества всегда являет его, какой он. It will testify of what he has done or what he will be doing. Это всегда свидетельствует о том, что он сделал уже и что будет делать. So we receive the spirit of prophecy Поэтому, когда мы принимаем Дух by walking пророчества, in love, мы это делаем, ходя в любви. and we partner with the spirit of prophecy И мы сотрудничаем с Духом to пророчества reveal the man Jesus. для того, чтобы явить Христа. Prophecy is the testimony of him, the revelation of who he Пророчество – is, это откровение того, кто он есть. which is the revelation of God's heart for his people. Другими словами, это откровение Божьего сердца людям Божьим. Because we know about Jesus, we know that whatever he did on the earth was a revelation of the Father. Мы знаем точно, все, что делал Христос на земле, это было откровение Отца. We know that he lived his life showing and displaying Father's heart. Мы знаем, что если читать внимательно, мы знаем, что Он объяснял сердце Отца, показывал сердце Отца всем. So when we use our prophetic gift to partner with the spirit of prophecy, Поэтому, когда мы сотрудничаем с Духом пророчества и практикуем дар пророчества, we are in a way joining with Jesus мы по-своему to show the соединяемся Father on с the earth as Иисусом, well. чтобы явить Отца на земле, так же, как и Он. It's a glorious gift. О, это замечательный дар. So when you look at the word testimony, when you look that up in a dictionary, what does it mean? Если вы посмотрите в словаре смысл слова «свидетельство», It means the evidence or proof Это of the очевидность, existence of something. подтверждение существования чего-то. Truth, objective evidence. То есть это истинное, объективное свидетельство. So when we say the testimony of Jesus, Поэтому, когда мы говорим свидетельство Христова, свидетельство Иисуса, we could be saying, talking about the truth claims of his nature and who he is. то мы можем подразумевать истинное провозглашение природы Бога, того, кто Он есть. All the contents of the Bible all boil down to the revelation of Jesus Christ. Фактически, если всю Библию взять, все Писание, то это как бы сплав, который проявляет или показывает сущность Бога. Все вместе это Его являет. And Jesus, in John's chapter 17, throughout that chapter, 17 глава Евангелия Иоанна, вся глава, Jesus had this long conversation with his Father, описывает долгий диалог Иисуса Христа с Отцом. and in that he was either talking about the disciples that his Father had given to him, И в этой главе он упоминает учеников, которых Отец дал ему. or he was talking about his relationship with his Father, И тут же говорит о своих отношениях с Отцом, and how he had always worked towards revealing his Father on the earth. и он упоминает следующая мысль, как он все делал для того, чтобы показать Отца. And this is what you and I do when we practice our prophetic gift and we grow in it. Поэтому, когда мы практикуем пророческий дар, мы делаем то же самое, и мы в этом возрастаем. In the same way as well, when Jesus was on the earth, he would talk about himself. He would speak about himself. Иисус Христос, говоря о себе, He когда would жил на speak земле, about Father. Он говорил об Отце. So when we partner with the spirit of prophecy, we're doing what Jesus did. Это означает, когда мы сотрудничаем с Духом пророчества, мы делаем то же, что делал Иисус. It even says in Luke chapter 24, verse 27, Луки 24:27 написано. at this time after Jesus had risen from the dead and he was walking on the earth with the disciples, Это как раз момент, когда Христос уже воскрес из мертвых, и Он ходил по земле с учениками it своими. says he walked with them and he began to speak about himself. Он начал говорить о себе, когда Он шел с ними.
And beginning with Moses and all the prophets. Это вы помните, два ученика шли в Эмаус, он начал с Моисея и пророков объяснять им, что произошло. He interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. И он это делал для того, чтобы показать, что все Писание говорит о нем. So Jesus himself was dedicated to revealing who he is. Что это означает? Он посвятил себя тому, чтобы показать He себя, modeled that for явить us. себя. Он явился модель, как мы это делаем. And then God gave us, through Holy Spirit, the prophetic gifts И через Духа Святого, давая нам пророческий дар, to be able to do the same. Бог хочет, чтобы мы делали то же самое. For the purpose of И все это для того, чтобы agreeing, we can then be people who agree with God on the earth. мы могли быть людьми, которые соглашаются с Богом на земле. God is always looking for agreement with who He is, how He functions, what is His kingdom like. Но Он всегда ищет подтверждение или согласие в людях на земле с тем, какой Он, каково Его царство, что Он собой представляет, что оно собой представляет. He's looking for that unity. Он ищет этого единства. Again, in John 17, one of Jesus' prayer was, Одна из молитв Father, Иисуса Христа, Отец, would you make all of them to be one with us, да будут они едино, как as you and I are с one. тобой едино. Agreement. Согласие. And with the prophetic gifts, Через that's пророческий like дар a streamline, a highway мы становимся на как прямую линию, трассу into that place of agreement with God. в это место, которое можно назвать единство с Богом. Because when we're walking on the earth and we're wherever we are, if we are in agreement with God, who He is or what He's doing, Слушайте внимательно, мысли глубочайшие, хотя звучат просто, простите. Когда мы здесь, ходя по земле, соглашаемся внутри right, с тем, кто Он, какой Он, right, we're bringing heaven to earth. мы тогда небеса привносим на землю. There you release a substance of God Само on по the себе earth. это уже начинает высвобождать сущность Бога на земле. Whenever you agree with Him, Когда вы по любому вопросу соглашаетесь whenever you agree with His nature, с Его природой, when you характером, understand His heart когда вы desires, начинаете понимать сердечные желания you Его, communicate that, и вы это передаете, говорите you это, pray it, молитесь так, you do it, делайте any of это, that. все You're что угодно, bringing heaven to earth. проявляется Царство Божие. And that's our glory. Это наша слава. And with through the prophetic gifts, that is the way. God gave us those gifts for that reason. Через пророческий дар мы это переживаем. Для этой цели Он дал этот дар пророчества. It says in 2 Chronicles 16:9, Второе Паралипоменон it talks about how God is looking for agreement on the earth. 16:9 это пример того, как мы For the соглашаемся. eyes of the Lord Ибо run очи to and Господни fro throughout обозревают the whole всю earth землю, to show Himself strong чтобы явить себя сильным, on behalf of those whose heart is perfect towards Him, явить seeking свою Him. силу ради тех, кто искренне ищет Его I'm looking и so I can верный. reveal myself to whoever wants to come into Другими agreement with словами, me. Он ищет, кому себя явить, кто And when- с Ним согласится. Right. And when you do that, Если вы you это receive an делаете, increase of strength. вы переживаете, реально начинаете умножение You receive силы. favor from God, increased favor. Вы можете тогда принять благоволение Бога, There's и just это умножается. Increased life, lots of growth. То есть проявление жизни во многообразно начинает высвобождаться. So receiving, understanding who God is, receiving that and agreeing. Понимание, кто Бог, какой Он. Второе, принятие этого, то есть согласие и высвобождение. This is like the point, the main point of the spirit of prophecy. Вот это как бы главная цель или идея духа пророчества. And the purpose for using our prophetic gifts. И того, как мы можем или для чего мы можем использовать пророческий дар.
perceiving who God is or what He's doing, То есть искать, размышлять о том, кто Бог, что Он делает, какой Он. perceiving, and then Затем- receive it, take it Затем in, принятие в себя, принятие этого факта, вообще сути этой, and then we agree. и согласие. And agree То can есть это mean many имеется things. внутреннее согласие в виду. Agree can mean, I say in this private conversation with God, yes, I agree with you. И согласие, согласиться с Богом означает многое. Например, можно сказать в молитве, да, я согласен с этим, я согласен с тобой. Agreement can look like giving a prophetic word for somebody. Согласие это может означать также позволить Духу Святому через себя что-то сказать, то есть поделиться с кем-то. Agreement can look like obedience because now I understand what God is doing. Согласие еще может проявляться в послушании. Например, вы что-то поняли о Боге, I receive и it вы and I walk it принимаете это, out. и применяете, подчиняетесь этому. That's all part of the prophetic. Это все часть пророческих действий, служения The пророчества. prophetic is not just this one stream of somebody hearing from the Lord and giving a word. Это не просто, поймите, что пророчество это не просто механически услышать что-то от Бога и высвободить. It's an active life that we have with Нет, our это God all the очень time. активное жизненное переживание Бога постоянно. It's a stream of communication, Это как бы поток constant коммуникации, streaming. постоянное переживание потока. You know, like when you turn on your phone or your laptop or your tablet and you turn on the Wi-Fi. Это, например, когда вы включаете свой гаджет, включаете Wi-Fi, подключаетесь You к have Wi-Fi. constant connection. Это дает постоянную связь. We turn on обеспечивает. something and there's live streaming, like live streaming of То a есть- movie or something. Например, вы включили и то, и другое, и смотрите либо трансляцию That's- какую-то, либо фильм, или еще что-то. That's like a real earthly, it's a No, это picture может of быть how God is Земная always картинка. communicating. Но это примерно выглядит так, когда ваш гаджет подключен к его ресурсам, и это постоянное действие. From то есть his поток. end, from his place, his Wi-Fi is always on. То есть его нет включен все время. His О, broadcasting, как нет. Он всегда вещает, постоянно. right? And his broadcasting system is always on. То есть его система постоянно включена. Все время Бог включен. He's a communicating God. То есть он Бог, который постоянно что-то говорит, передает, Always информирует. broadcasting, revealing. То есть он постоянно, всегда являет, проявляет, выявляет. Он есть откровение себя. То есть он Because дает that's who откровение. he is. Он He is the такой. God of revelation. Он Бог откровения. So, for each of us, we each have our own personal cell phone, so to speak, our own personal laptop. Но God. мы как бы или телефон, или лэптоп, который мы включаем, чтобы соединяться с ним. And our Wi-Fi can always be on. И наш Wi-Fi постоянно включен. Простите, если кто-то не понимает этого. Yes, absolutely. But sometimes the signal is strong and sometimes it's weak. Слушайте, вот эта аналогия, но она классная. Сигнал может быть иногда сильный, иногда слабый. Wi-Fi сигнал, но не источник. And it's not stronger or weaker because God is withholding И or giving этот more. сигнал восприятия сильнее и слабее не потому, что Бог сильнее и слабее проявляет себя. It's becomes stronger or weaker because of how our soul responds to. Сильнее или слабее наше восприятие или наш сигнал, так сказать, потому что наша душа, она бывает в разных состояниях. But if we focus on asking the Lord to increase the strength of my Wi-Fi signal, Но когда вы Receiving. просите, это новый формат молитвы. Когда вы просите, чтобы Бог усилил ваш сигнал Wi-Fi, by giving me more love, more of your love, другими словами, когда вы начинаете Ему говорить о вашей любви к Нему, больше любви Ему предоставляете, даете. and by causing my entire being to mature in remaining focused on you, Вот такая форма очень интимного, глубокого общения с Духом Святым
дает более зрелый и устойчивую связь или фокус на нем. Right. To seek you and to engage with you personally. Когда вы ищете его, чтобы с ним индивидуально, лично, не с даром, а с ним соединиться. Then your Wi-Fi signal will strengthen and Вот remain в that этом way. случае ваш сигнал восприятия усиливается. All right. Thank you, Lord. That was a new way of explaining that. I liked it. And you can too, didn't you? Но это новый способ, спонтанно возникшая аналогия, мне понравилась. So Jesus asked his disciples. И Иисус спросил своих учеников. He stopped them and he said, "Who do you say that I am?" Помните, он спросил однажды, за кого почитаете вы меня? Who do you say that I am? Как вы скажете, кто я? What is in your heart about what you believe about me? Другими словами, вопрос услышьте, пожалуйста, классный. Что в твоем сердце говорит твоя вера, твои верования о том, кто я? Что у тебя там по-настоящему по отношению ко мне? That was a crucial question. Это очень критический вопрос был. Because in one of the places in the Gospels when he asked that, Потому что однажды в Евангелиях описывается, когда он задал именно этот вопрос, some people understood некоторые люди who he поняли, is, why he is, and what he's doing. благодаря этому вопросу люди некоторые понимали, кто он, что он делает и почему он это делает. They could say it, receive it, and agree. Они смогли уловить, принять, согласиться и ходить с ним. But for others, it became a roadblock, like a wall for them. Это стало как блоком, как стена в сам вопрос. Because they hadn't been looking at the man himself and who he is, but looking at Потому что эта категория людей не смогли ответить на этот вопрос. Они были сосредоточены не на личности, а на действиях его. То есть они искали его ради дел, а не его самого. And so we want to say tonight, as God is teaching us about the spirit of prophecy and the prophetic gifts, Поэтому мы смело можем сказать сегодня, когда Бог учит нас пророчеству и возрастанию в этом даровании, that we're even committing right now in our hearts to look at God and to know Him, мы посвящаем наши сердца Богу и познанию Его лично. not to be distracted by the side points of the prophetic of И getting a great не word, просто будем отвлекаться на побочные Or getting good проявления дара information. пророчества или просто получаем информацию от Него. Не на этом, на Нем. right? So for anyone right now who wants to agree with that, you just place your hand on your heart. Если кого-то коснулась вот эта идея последняя, вы могли бы свою руку положить на And сердце? just say quietly И to просто тихо Jesus, скажите Иисусу. Jesus, my desire Иисус, мое желание in being rooted and grounded in the prophetic быть gifts укорененным, утвержденным в пророческом даровании. is to be rooted in you, Jesus. И для меня это означает быть укорененным в Тебе. I want to grow in the knowledge of you. Я хочу возрастать в познании Тебя. I want you to be able to ask me, who do you say that I am? И я бы хотел услышать от Тебя и быть способным ответить на этот вопрос, за кого я почитаю Тебя. And then to respond, I see you, Jesus, and this is who you are. Чтобы я мог сказать, я вижу Тебя, Иисус. Я знаю, кто Ты, и сказать Ему, кто Он. Thank you, God, for this gift. Спасибо Тебе, Боже, за этот дар. Amen. Аминь. So, how we see God, who He is like our perspective, our viewpoint. Когда мы видим Бога, кто Он, это как наша перспектива, это наша точка зрения. Because everything regarding the spirit of prophecy and the prophetic gifts is always about His love. Все, что касается пророческого дарования, все, что касается этого служения, о Его любви. And how He wants to reveal His nature, И о том, His как character, Он хочет personality, проявить свою личность, свою природу, свою индивидуальность. the name of God, or a particular name of God. Имя Бога, какое-то из имен Бога. And when this happens, Когда это when we происходит, receive it or we express it, когда мы это принимаем и проявляем, we are almost instantly moved closer into Jesus. мы мгновенно почти
приближаемся к Нему, сближаемся с Ним. This foundation of the prophetic word is what helps us more easily come into agreement with God. Это... Can you say it again? This foundation Это of основание the prophetic word is what пророческих helps слов us помогает нам more quickly come into agreement with God. быстрее приходить в согласие с Богом. Coming into agreement with Him means we agree with what He is doing, Согласие означает следующее. Мы соглашаемся с тем, что Он with делает, what He's saying, что Он говорит, His plans, с His Его purpose, планами, намерениями, His thoughts, Его and мыслями, perspective, Его видением, not взглядом. ours, And not our view, not our не thoughts. с нашей точки зрения, а с Его. When we agree, Когда мы соглашаемся, we activate the living word of who He is. мы активизируем живое слово, кем Он является. When we agree, we see God's purposes becoming alive Когда мы соглашаемся, мы видим, как Его цели оживают. in us and around us. В нас, в первую очередь, и вокруг нас. When we agree Когда мы соглашаемся with who He is and с what тем, He's кто doing, Он и что Он делает, then we will see and experience God's purposes когда мы видим и переживаем Божьи намерения, become alive когда они начинают оживать in us в нас and around и us. вокруг нас. Now that's the kingdom manifesting itself. И это царство, которое проявляет себя. So it begins with seeing His nature, seeing Him brightly, И все начинается с созерцания Его природы, с правильного видения Бога. Without it, we cannot clearly understand a situation that we're looking at or praying into. Без этого мы не сможем понять правильно ситуацию, на которую смотрим. It's impossible for us to have a kingdom perspective if we're not first looking at Jesus and who He is in that Мы не situation. сможем понять с точки зрения царства на нашу ситуацию или ситуацию людей, если мы не видим Его и не понимаем Его отношения. So when we prophesy, which is a way to agree with God, Поэтому, когда мы пророчествуем, это один из способов соглашаться с Богом. when we prophesy His nature, То есть мы провозглашаем Его природу. we're bringing heaven to earth. Этим мы привносим Царство Божие на The землю. most vital part of prophecy Самая важная часть пророчества is revealing His nature – проявление Его природы. or representing His nature somehow. Или каким-то образом, когда мы являемся представителями Его природы. So prophecy established in this flow and in this vein Когда пророчество вот в этой жиле, в этом течении начинает развиваться, will easily encourage people to see who they are in Christ. помогает легко людям увидеть, кто они во Христе. This is just an easy, natural fruit. Это просто плод, естественный плод такого служения. So we do all the work first by ourselves personally becoming better aligned with who this man Jesus is. И подготовительная работа заключается в том, когда мы свое понимание и чувствование выравниваем или настраиваем на то, кто Иисус есть. Right, we apply the prophetic gifts in our own life for our heart and conversation with Это God. означает, в диалогах с Богом, беседах с Ним, мы применяем это откровение к себе в первую очередь. Right, so that when we prophesy to others, the work's already done, and it's easy to release that Чтобы когда мы encouragement for people. пророчествуем другим людям, мы были чистым каналом, потому что мы сами пережили Его сущность, Его сердце и отношения. The prophetic gift is designed to restore people Пророческий дар помогает восстанавливать людей into identity. в то, кто они по-настоящему есть для Бога. Identity, two parts. Identity of who God is, И это отождествление или природа человеческая основывается на двух вещах, на том, кто Бог, Его характер, сущность, and who they are in God. и кто люди в Боге. The prophetic gift is given to restore people into knowing God
И пророческий дар помогает людям восстановиться в Боге and to knowing who they are in God. и понимать лучше, кто они в Боге. And when any of us have this in our life, then У любого из нас подобное происходит, we can run. There are no limits. тогда можно бежать, нет границ. When we understand for our own selves personally who God is, like, Когда мы- what personality are you showing to me in this season in my life? Когда мы понимаем, кто Бог по отношению ко мне, тогда мы понимаем, через какой сезон своей жизни мы проходим. Все становится яснее и проще. What name are you saying that you are? Who are you saying that you are? Мы можем спрашивать его, задавать все Season in хорошо, life. никто не упал, все нормально. Мы можем спрашивать его, какое имя свое ты открываешь мне в этот период моей жизни? Right. Кто ты для меня сейчас? And then I have conversations with Him. То есть вы в диалоге It's с the ним. life of God, and Это жизнь there are no Бога. boundaries. Тогда нет границ. For example, Например, gosh, there's so many examples, but for someone whose health needs improvement, например, для тех, чье здоровье нуждается в улучшении. this is probably pretty obvious, but someone who needs healing. Ну, например, если кому-то нужно исцеление, вроде бы очевидно, тем не менее. Right, we're really good at praying healing prayers. Yes, we know, we believe. Но, предположим, мы знаем, как молиться за исцеление, мы верим в исцеление, And it's what Jesus does, it's what He's already done. потому что это то, что делал Иисус. But as well, during that season for this person, while they're asking for and receiving healing, for this person, the main point of what God is doing, Jesus is right there, He's saying, it's me, my name is Healer, it's who I am, I want you to know me. И слушайте внимательно, человек-то сам, который нуждается в исцелении, проходит через определенный сезон в своей жизни, то есть определенный этап, период. И самое главное, что хочет Бог, чтобы человек познал Его как целитель, а не просто оздоровился. That is revelation, that is prophecy. Это откровение, это дух пророчества. For any situation in our life, Jesus is right before us saying, hey, I want to show То есть you в любой ситуации, в this любых facet of обстоятельствах my жизни, personality. Иисус как бы говорит, это я здесь, который все это тебе дает и производит. For example, the Например, disciples. ученики. In the Gospels, we know the story about how Jesus said to the disciples, okay, you get in the boat and go over to the other side and I will meet you. Помните эту ситуацию, Марка 4 описывает, когда Иисус побудил своих учеников сесть в лодку, чтобы они переправились на другой берег, и Он их там встретил. Right. And they knew many things about Him. Of course, they lived with Him. Правильно? They knew many things about Jesus. They lived with Him. Они Right? очень много узнали об Иисусе, когда ходили и жили с Ним. I know you. I recognize you. Ну, я, например, тебя I'd like to узнаю. know some more about you. I'd Я like бы to know хотел everything. больше узнать о тебя, я не знаю всего. So they're in the boat, and all of a sudden it's stormy. Они были в лодке одни, и вдруг поднялся шторм. These men who have been with Jesus 24/7 for 1 or 2 years already. И это люди, которые были примерно 1,5 года, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с Иисусом. Right? And so here comes Jesus walking on the water, Вдруг видят, как Иисус идет and they're по воде, afraid. и They think it's a испугались, ghost. думая, что это привидение. They don't recognize Him. Не узнали его. How's that even possible? Как вообще это возможно? And He started speaking to them. Но он обращается к ним, начинает He gets in the говорить. boat. Садится They're в still лодку, afraid. они все еще в страхе. And then He speaks to the waves and He calms the waves, calms the storm. И следующая ситуация, если помните, он повелел ветру, и волны And утихли. then they understood, oh, it's you. И тогда они поняли, это ты. You are the Son of God. Ты Сын Бога, You have all authority over the waves, у которого seas, есть the earth. власть над стихиями, над морем, над ветром, над землей. That's a story of how God comes to us to reveal
a new aspect of himself that we don't understand yet. То есть это потрясающая история, когда в ситуациях жизненных Бог являет себя, ту свою часть своей сущности, которую мы еще не знали. We don't recognize that as Jesus. Иногда мы не распознаем Христа во Then all of a всем. sudden the veil is removed and it's, oh, it's you. Но неожиданно снимается как бы пелена, и мы узнаем, вот это And ты. it's like a new name. То есть это как раз я имела в виду, New когда part of his говорила, personality. новое имя Бога открывается, That he новая wants часть сущности. that he wants to give to us personally. Это то, что Он лично нам хочет I want передать. you to have me. То есть Он говорит in this этим, way. я хочу, чтобы ты имела меня вот так. I want you to possess this part of me Я and make хочу, it чтобы your own. ты вобрала, обладала этой частью моей личности. Then we're married together in Тогда that мы way вместе forever. сочетаемся в этом навечно. Wow, that is the gift of prophecy. Круто. Это все делает дар пророчества. To see him and know him in that way, and that's why God То gave есть it это to когда us. Бог помогает человеку увидеть его по-новому, и это становится частью его. So good. Это так здорово. Аминь. So according to our relationship with God, Согласно нашим отношениям с Богом. whatever our relationship, our current relationship with God is, that's the place where we'll prophesy from. Каким бы ни были характер наших отношений с Ним, но это та точка и та позиция, с которой нужно пророчествовать. We all have a testimony of who God is У to каждого us on a consistent basis. У каждого из нас есть степень откровения сущности Бога, того, кто Он есть, и это прогрессирует. And when we ask the Lord for a word for somebody and pray and seek what He's doing, Когда мы просим Бога слово для кого-то, чтобы видеть, что Он делает в жизни человека, we will understand and see to the extent that we've allowed Him to be known in our own heart. мы сможем увидеть Его до той степени, до какой позволяем Ему проявляться в нас, в нашей жизни. I love that system, so to speak, how He works. Мне нравятся эти системы или принципы, по которым Он действует. Because I think for most of us, we really want to grow in our prophetic gifts. It's really Потому что cool. я верю, что каждый из нас хочет возрастать в пророческом даровании, думаем, что это классно. Yeah, it's just there. It's a thing we want to do. Это то, что мы хотим делать, служить этим. But He's made it so the way to unlock it is you No. have to have more of Him. Но Он сделал все так, чтобы этот дар по-настоящему начал открываться, раскрываться и развиваться благодаря тому, что мы больше Его познаем. Right, so if you want to grow the prophetic ministry, grow Если the хотите prophetic возрастать teams, в пророчестве, в пророческом your даровании, role in the prophetic team, как команда пророческая, you will do that by growing in your relationship with God and who are you for me. вы будете это переживать по мере вашего возрастания в откровении Его лично. Because prophecy is the proclamation of the faithful, steadfast nature of God. Потому что пророчество – это провозглашение Его сущности вечной и неизменной. So we receive by the Spirit and combine that with the Holy Scriptures. Мы принимаем это в дух, смешиваем это со знанием Писания. Then you have the life of God coming forth. Тогда начинает проявляться жизнь Бога. I want to say this again. Prophecy Пророчество is the proclamation – это прокламация, провозглашение of the faithful, верности, steadfast nature of God. постоянства природы Бога. So here's a principle. И вот принцип. I must discover the nature of God for myself. Я обязательно должен для себя самого лично открывать природу Бога. And develop the revelation that He's giving to me И развивать то откровение, которое Он дает мне. into an actual relationship experience with Him. Чтобы это перерастало в фактическое переживание отношений с Ним. I want to say that again. Еще раз повторяю. I must discover the nature of God for myself. Мне нужно открывать природу Бога для себя лично. The unique revelation of who He's saying He is to me right now. Чтобы Его уникальное откровение о том, кто Он для меня сейчас, было
частью моего переживания. And develop that revelation И что мне нужно развивать это откровение into an actual relationship experience. до фактического переживания взаимоотношений. Because remember at the beginning, Помните, в начале we started out talking about how the spirit of prophecy is a man. мы говорили о том, что дух человека это как человек. The man Jesus. Человек Иисус. His name and who he is. Его имя, кто Real, он. alive, living. He's alive. Настоящее, живой. Он живой. He's in you and me. Он в He's in тебе и this во мне. room. Он в этой комнате. And if he were to manifest himself right now, so we would see him, Если он захочет fully, проявить себя сейчас, he would чтобы мы be a man. видели его, он бы воплотился. he'll always be a man. То есть в человека. And that's who we want to engage with. Это то, с кем он взаимодействует, чтобы проявить себя. This right here is a lot more than getting a word of knowledge of somebody's phone number or how to Другими solve a словами, problem. это намного больше, чем получить слово знания о чьем-то мобильном номере телефона или слово мудрости о том, как решить чью-то проблему. Намного больше. I mean, that's part of what the prophetic gift does help us with. Но это, безусловно, часть проявления пророческого дара, But that's not our goal. но не цель. The man is, knowing him is our goal. Человек, познание его Our- как Our личности, treasure house, вот our наша wealth, цель. our resource. Его ресурсы, его богатство, его жилище, обитание. And so if we're living in this place, Если мы там бываем часто в этом общении с ним, then anytime we go and touch somebody's life, тогда one way каждый or раз, the other, когда мы каким-либо образом прикасаемся к жизни человека какого-то, what are you doing? What's happening мы when you do спрашиваем, that? Боже, что ты делаешь в этой жизни? Что с ним происходит? Что между вами происходит? What is that? Что это? Jesus is there. The presence comes much more easily. Дело в том, что в этом случае Life happens more присутствие Бога because намного you're carrying it like легче you're living in приходит life. и проявляется. This is what? Living in life. То есть это жизнь, это проявление жизненное в So реальной that жизни. is why we have the prophetic gift И вот как проявляется дар пророчества. for this. Ну, например, вот так. For this. If we didn't have the prophetic gifts, Yeah, how would we have this? Если нет, If we did not. если нет пророческого дара, как можно это переживать? If Соединить we look человека с at Богом. the prophetic gifts as something beyond, okay, I have a word for somebody, I'm going to pray for you and tell you what I feel like God is saying. If we say the prophetic gifts are more than that, Но, к примеру, вы знаете точно, что пророчество проявляется так. То есть я говорю человеку, что Бог думает, что он чувствует по отношению к нему или ситуации, но мое утверждение, что пророческий дар намного больше этого. it's this. Это соединение This is человека, our vision, соединение человека с the Богом. man Jesus. Больше, чем передача информации, соединять с личностью Иисуса, помочь человеку пережить. This is the- If we get this and we pursue this, Если это направление двигаться, развиваться, стараться, if стремиться, you say, God, I want what she's talking about, I want this more in my life, и если вы говорите, Боже, я хочу больше этого в своей жизни, and I want to give it away. и я хочу раздавать. If you guys do this more, Ребята, если вы будете это больше делать вот так, you're going to blow the roof off of this place and off вы of Free World сорвете крышу с этого and your здания. nation. И в своем городе, и в своей стране. Jesus just wants to be known and loved. Потому что Иисус хочет быть ведомым. And by the spirit of prophecy and И understanding Дух пророчества, what the true spirit of понимание prophecy is, того, что есть истинное пророчество, Дух пророчества, and engaging with Him, keeping Him, соединение с Ним, поддержание этого единства с Ним, growing and recognizing Him more and more. возрастание в распознании Его больше и больше, There are no boundaries. раздвинет You have no границы. boundaries. You will Тогда- experience no boundaries Вы будете чувствовать, что нет границ, нет предела. because you're in the kingdom. Это означает, все возможно, Yeah, потому Jesus что with вы в Царстве, Иисус в вас. Аминь.
Okay, so let's stop for a moment. Давайте на минутку остановимся. And I want to give you an opportunity to respond to what we're talking about, to what I just said. Я хочу представить вам возможность отреагировать на то, о чем я говорила сейчас. I'm not going to pray for you, but I want you to talk to God yourself right now. Я не буду молиться за вас, я хочу, чтобы вы сами лично говорить начали с To Богом. respond and say what you want. Как отклик на то, что услышали, спрашивая, Боже, что ты хочешь. What are you asking Him for based on what we've talked about tonight? То есть задавайте ему вопросы, основываясь на том, о чем сегодня мы говорили, о нем. How much do you want? Сколько ты хочешь? How far do you want to go? Как далеко ты хочешь, What чтобы is мы that зашли song с by Misty тобой? Edwards? How abandoned do you want to be? Насколько, How abandoned? How liberated? How... как Мисси Эдвардс говорила, насколько ты хочешь проявить себя в моей жизни или через меня? So just close your eyes and have your Хорошо, own закройте conversation. I'm not going to ask you to share this. It's you. Okay? То, что вы будете переживать, я не буду просить вас рассказать об этом. Это между вами и Богом. Пусть это будет особенный I'm момент just giving you сейчас. an opportunity to capture the moment. Okay? Я просто хочу вам предоставить возможность уловить момент единения с Богом сейчас. I want to say to you that this is your destiny. Я хочу сказать вам, это твоя судьба. What we're talking about is a part of your inheritance, То, о чем мы говорили, это часть твоего наследия, which your loving good Father has already given to you. которое уже дал тебе твой любящий Отец. And God, it is our heart cry tonight Отец наш, плач сердца или возглас сердца к тебе, that you would generously give the revelation of yourself чтобы ты щедро дал откровение себя to Ukraine in every way. в Украине и за ее пределами. Father, it is your heart and your plan throughout all of time Твой план все времена, твое сердце for Ukraine to carry для Украины, чтобы она the несла revelation откровение of Jesus Christ Иисуса Христа within their own nation and to the nations. своему народу и народам. So Father, we're asking you that you would use us И я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты to be a использовал part нас, of
чтобы мы были creating частью the fire of the love of God разжигания огня and knowledge of любви God. Божьей и познания Бога. We say, Spirit of prophecy be released throughout this nation. Мы говорим тебе, пусть дух пророчества высвободится в этом Let народе, us just grow and increase in чтобы you, это the life возрастало of и you. умножалось в нас. We say manifestation of the man Jesus, Пусть явление личности Иисуса, the touchable man Jesus, реальной личности Иисуса, come forth even more in every part of society in даже this больше nation. проявлялось в различных слоях общества в этой нации. Here we are tonight as part of your Ukraine nation, and we say we love you, God, and we want you. Мы здесь как часть народа хотим сказать тебе от Украины: любим тебя, хотим Thank you, тебя. God. Thank you Спасибо, Бог, for answering this heart cry. за то, что ты откликаешься на плач сердец, на этот вопль сердец. We declare that it will happen, it will come to pass, Мы провозглашаем от Твоего имени, это произойдет, это будет являться. because this is your desire, and we are Потому что declaring your это desire on the Твое earth желание. Мы провозглашаем Твое желание на этой земле, and releasing the life and power of that tonight. высвобождая жизнь и силу этого сегодня. Yeah, in Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. How good is this? How good is He? Как это здорово, правда? Как Он благ. Yeah. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. So we have our prophetic exercise that we can move into now and do. Мы можем сейчас перейти к пророческим практике пророчества. But I think that we should take a little break first. Но я думаю, что нам нужно перерыв сделать. Like 5-minute, 10-minute break. 5-10 минут. Да? And then prepare to come back to really dive in И затем to мы more будем of who готовы He дальше is. двигаться в то, кто Он есть. Итак, мы готовы попрактиковаться в пророческом даровании, да? Скажите. So we understand that God is always speaking. Мы понимаем, что Бог говорит всегда. We don't have to strive to get God to speak to us. Не надо пытаться убедить Бога поговорить с нами. His broadcast station is always on and strong. Потому что Его вещательная система всегда настроена, и она сильно, и сигнал всегда сильный. And when we desire to seek Him and know Him, Когда мы имеем желание искать Его, познавать Его, then our receiver signal will be strong. тогда наш приемник усиливается. And so tonight you're going to experience that more. Мы сегодня еще в большей степени это будем переживать. Throughout this weekend, you will understand that a really good way to begin seeking the Lord for a prophetic word for somebody Вы на этих выходных поймете еще в большей степени, что когда вы ищете пророческое слово для кого-то, is one, of course, first, Holy Spirit, help me see Jesus. конечно, вопрос, который в первую очередь надо задавать: Дух Святой, помоги мне, не вопрос, а просьба, помоги мне искать и познавать Иисуса. I turn my heart and mind to Him. Вы свое сердце и мысли направляете к Нему. And then we're in a position to ask God a key question about this person. И вы задаете ключевой вопрос Богу по отношению к человеку. When we ask the right questions, when we ask a better question, Когда мы задаем правильный вопрос, хороший вопрос, that's in alignment with God's nature, we will get, of course, a better answer. то есть вопросы, которые как бы соответствуют Его сущности и природе, тогда мы получаем хороший And then ответ. that person will accelerate more quickly. Тогда этот человек намного быстрее откликается. So always when you don't know what to ask, a good place to start И когда мы не знаем, о чем Бога спрашивает для человека, is, what do you think? хорошее начало: Боже, что ты думаешь? What's the best topic to start with when you don't know where to С start? чего вообще начать, Господи? С какой темы начать вот для этого человека? Ты же знаешь. Any guesses? И what's that? Any guesses? And what was the question?
What's a good place to start in asking God for somebody? What is it that you want to know about God for this person? Okay, never mind. Может, question statement? Please. Restart. You can understand. All right. Great. We want to start with asking God, what character or nature of you are you revealing to this person? То есть вы задаете Богу вопрос, какую часть Его природы ты хочешь показать? You just ask Him Часть directly себя. these things. То есть прямо задавать Богу эти And we're вопросы. going to do that tonight. И мы это будем делать сегодня. Similar to what we did last night. Подобно тому, как мы это практиковали вчера вечером. So this is what we're going to do. There are 5 natures of God Есть 5 характеристик Бога, мы that на we're этом going to choose from. сосредоточимся, на которых мы сосредоточимся Okay, сегодня. and our helpers with the PowerPoint И наши помощники с are PowerPoint. beautiful ladies. The first slide, please. Пожалуйста, первый слайд. Нет. Before? Раньше, перед этим. Oh, second, number 2. Два. Но номер 2. Спасибо. Okay, everybody can see this. These are 5. God is infinite, right? How do you can't list all of His natures, but Бог безграничен. Мы даже не можем It's fine. написать все о Нем. Но мы вот на этих 5 характеристиках сосредоточимся. and when we break up into our small groups, Когда мы разделимся на маленькие группы, you're going to ask this question on behalf of the person who's on your left. вы будете задавать вопросы Богу вот эти по поводу человека, который слева от вас. How of these 5 natures of yourself, which one are you revealing to them in this season of their life? Какую часть вот этих 5 характеристик своих ты хочешь явить человеку в этот период его жизни? Or, God, who are you being right now for this person? Или кто ты для этого человека сейчас? Are you revealing yourself as the beautiful God? Ты хочешь себя проявить как прекрасный Бог? Are you revealing yourself? Are you saying my name for you is righteousness and justice right now? Или ты хочешь проявить себя как праведный и справедливый? Or are you declaring that to them, I am with you and I am the one who Или ты хочешь sees сказать человеку, and я все cares? вижу, я с тобой, я забочусь. Are you the good and generous God in the forefront right now? Хочешь ты перед ним открыть себя в этот сезон его жизни как обеспечивающий, щедрый, заботливый? Or is he revealing himself in a strong way as the one who speaks? Или ты хочешь проявить себя сильно, как тот, кто говорит? So I want you to partner with Holy Spirit Поэтому сейчас в партнерстве с Духом Святым and ask on behalf of the person on your left, от имени человека, который слева от вас, задайте Богу вопрос. Holy Spirit, how is Jesus revealing himself to this person? Боже, What nature of God? как ты хочешь явить себя для этого человека в этот период своей жизни? So you receive that. You don't figure it out. We don't figure it out ourselves. Не We надо ask выяснять, не надо ничего and we выдумывать. receive. Вы задаете вопросы, принимайте в дух, спонтанно приходит ответ. And then you ask, how are you doing this, God? Как ты это будешь делать, Господь? In what way are you displaying this to them? Каким образом ты это проявляешь? So, what is your name? Какое твое имя? And how are you showing your name, or how are you being that name? И как это имя проявляется на практике? It's easy. Очень просто. Да? Sure. Okay, so we're going to break up into small groups. Мы разобьемся на небольшие группы. And I would like for you to not try to not be in the same group you were in last night. И постарайтесь быть не в той же самой компании, что вчера вечером. Хорошо? Okay, so let's break up into groups of 2 or 3. Разобьем, по 3 человека, давайте. Move around. То есть переместитесь. You normally sit in the front, go to the back. То есть те, кто впереди, назад, смешайтесь. То есть постарайтесь быть с людьми, которых вы Okay, so right не now, очень как бы знаете. so right now we're finding our group. Итак, сейчас быстренько переместимся, чтобы быть в тройке людей, которые не очень хорошо вас знакомы. Мы еще не пророчествуем, просто определитесь со своей тройкой, хорошо?
Ну, 2-3 человека, лучше 3, если можно. Хорошо? Да, я очень настоятельно, Рика, послушайте внимательно. Но лучше, чтобы это были люди, которых вы не очень хорошо знаете. Потому что чистота пророчества будет выше. Хорошо? То есть мужья и жены, пересядьте друг от друга. Okay. Are we settled in our group? Хорошо, есть определились со своими группами. Как бы это не жесткое правило, но я рекомендую. Okay, so now we want to get quiet. Теперь тихо, тишина. Now we want to get quiet and you spend time asking the Lord. Все, тишину настройте и просто сосредоточьтесь на Боге, не общаемся друг с другом. Просто общайтесь с Духом Святым, слушайте Его и принимайте. Even write down what you receive so you can remember. Может быть, записать имеет смысл то, что вы примете от Бога. Maximum 5 sentences. Но максимум 5 предложений. Не надо слишком это все And then spend some time sharing. Просто сейчас какое-то время проведем с Богом. А потом поделимся. Thank you, Holy Spirit, that you're free flowing. За то, что ты свободно That the spirit of prophecy is vibrant, alive, active here. И дух пророчества активизируется и проявляется. And we just step right into that even more. Мы хотим углубиться в это. We rely on you, we receive from you. Мы полагаемся на Тебя и доверяем Тебе. И принимаем от Тебя. Спасибо, Святой Дух. Рекомендую, не стесняйтесь, пересядьте, подсядьте кому-нибудь, будьте смелее, если вы одиноки.
Ну, что вам сказать? То есть, по идее, последний ученый уже говорят слова пророчества. Хорошо? Okay, are we ready? Готовы? So tell me, how was it helpful to ask God this pointed question? Скажите, кому помогло вот эта модель задавать Богу конкретные вопросы? Okay, how was it helpful for you? What was your experience? Как это вам помогло, то есть своим опытом? Yes. Поделитесь, пожалуйста. So when you're speaking, we need everybody to hear. То есть, когда вы говорите, было бы хорошо, если говорите громко, чтобы слышно было. So I saw a lot of hands who said yes, it was helpful. Ну, многие руки подняли, сказали, что это помогло, чем или как. Рук нет. Now take another step of boldness and courage and Еще один смелый шаг сделать. share with us your Просто experience поделитесь, about как how это, it что was это helpful. дало, как, ну, в общем, короче, это. Great. Давай. Круто, мужик, молодец. Вчера еще
видя эти пункты, я А голос такой. понял, в каком направлении двигаться. So it gave me the wisdom and direction where to move. Ну, нашел получать ответ как бы более конкретно направленный Answers взгляд. for. So it helped me to direct my understanding and my view. Спасибо. Тоже эти пункты, они просто как вспомогательные вещи, и они помогают Those развиваться. points were great help for me to be focused. I think that initially you would say, oh my goodness, you're confining me, you're putting me into too small a place. Иногда очень творческие, пророческие люди говорят, да вы меня в коробку помещаете, ограничиваете, ну типа того. I mean, I think in natural we would think that, but what it does is help you find То есть, ну, честно говоря, это по the ходу right реакции. Дело в том, web что address. это на самом деле это дает направление, это стартовая точка. Это не ограничивает, а наоборот высвобождает, And чтобы не access. рассеиваться. Who is God? What is He doing? Потому что на самом деле это типа шаги, направления, как приблизиться к Нему. Да, это начальная стадия. Прошу еще. Я просто начала спрашивать, Господь, что у тебя есть для твоего сына сегодня сказать. И в этот момент я услышала одно слово. Водитель автомобиля. И пусть брат дальше скажет. Секундочку. Well, I started with asking the Lord the question, what do you want to tell to my brother tonight? What is it? So he gave this phrase, specific phrase, car driver. Еще раз громче. Остановил права и сделал загранпаспорт. Ну есть, но я не так думал, что это быстро. He had some difficulties in this area because he had lost his licenses, driver's licenses, and his passport. So God helped him to restore those. Okay. And when he received that word, the car driver, it was so obvious that God was involved. It was not natural how he received it. So you asked a more broad question, not according to the exercise that we were doing. То есть это был вопрос, ну, чуть шире, чем вот эти узкие. Как? No, it was short point, yes. Oh, I missed that part. Who are you towards him? So he said, I'm the one who sees and cares. Да, And then yes, he exactly. spoke more. Yes. Awesome. То есть это типа как Господь проявил заботу и потом сказал как. Жалуется на переводчика, простите. Okay, who else would like to talk about their experience of applying this question? Кто еще хотел бы поделиться своим опытом, как вы эти вопросы применили и как они помогли? Как насчет всех рук остальных? I wait. Вы все подождем. Да скажите, ладно. Right, yes. Смотрела на пункты? Не это. So what I was doing, I was looking at each point and asking the Lord, is this one you want to say? No. Another one? No. Second, third. And finally I made that point according to which he was to reveal himself. And then everything began unfolding. Okay, how did you, wait a minute. How, as you went through that, how did you know? How did you А вот когда ты проходила understand через that эти from God? пункты, как ты поняла, что вот он, тот, который... Вот что-то поняла вот именно это. То есть, нет, по-другому. Чё? She says, well, somehow I understood. No, you just had a knowing. То есть, как знание пришло и чувство. Ну, наверное, знание. Я merely knowing. То есть, что это знание было? Да, я понял. Yes, no. Okay, that's good. Because there's different ways we receive. Sometimes God will confirm something through a picture or Дело в том, что hear Бог очень something. по-разному может говорить. Картинка, знание, мысль, идея, понимание, как угодно. Or there just be a knowing inside. How do you Да, это explain внутри that? просто понимание и знание. Оно, Okay. да, просто да. It's different for each person and sometimes different each time for Потому each что of с каждым us. человеком Бог может по-разному, а еще с одним и тем же человеком в разные периоды по-разному говорить. Да, прошу. Можно сказать, да? Я не только по этим вопросам хотела просто поделиться тем, что когда ты молишься в своем кругу,
со своими, ты их знаешь, это с домашней I группой. wanted to say something not just about the point, but even more when you're praying with the people who you know, your own circle. Это просто и привычно тебе, но когда ты начинаешь молиться It's usually uncomfortable, but when you are praying with a person who you do not know, за человека, как вы говорите, которого ты не знаешь, a new person in your life. Говори, не стесняйся. что вы хотите от меня? То здесь действительно нужно настолько глубоко почувствовать Духа Святого. Well, I felt this kind of responsibility. I need really to dive into the Holy Spirit and hear Him clearly. Oh, I like that. Да, мне нравится это, классно. И ты действительно, не зная человека, And without knowing that person, ты не можешь ничего придумать. you cannot fantasize Ты говоришь то, что говорит Дух Святой. because you urge to tell only what you hear from the Lord. Но, конечно, есть один момент. Of course, there is a point Ты спрашиваешь в конце, when you ask the проверяй Духа Святого, a confirmation from the person. правда ли то, что я вам сказала. If it's so, if it's true, what I can you relate to what I said? И да, слава Богу. Yes. То есть, это It говорит was from правду. the Spirit and it was true. Спасибо. It's true. It is more challenging to pray for someone that you already know. You have to filter through a lot. На самом деле это ответственность, это сложнее молиться за незнакомого человека, потому что многое нужно отфильтровать и просеять. We've done prophetic exercises before where people are back to back and you don't know who's behind you. Я помню, когда мы учились развивать пророческое дарование, мы молились за человека, который стоит за спиной, то есть мы не видели, за кого молимся. Really lean into the Lord and trust Him. И это было для того, чтобы научиться в большей степени доверять Духу Святому, больше на Него полагаться. И это удивительное переживание. He really likes it. Ему это When понравилось. we really trust Him and lean in. Когда мы полагаемся на Него действительно, Ему это нравится. Давай. Хочу поделиться, просто со мной это впервые было. When I experienced that first time, Мы молились друг за друга с Олей вдвоем. И я прямо увидела, как Бог ее любит, как Бог when просто we start настолько praying for each other with своей all of a щедростью, sudden I saw how вот much He loves прям you. в ситуациях каких-то, прям настолько четко, настолько такое тепло переживала. I even felt warmth. И я высвободила, а она в удивлении говорит, а я о тебе это видела. And it was for a specific situation Я сразу when подумала, God wanted to reveal может Himself это as loving God. ну как бы And when I shared, she я о said, себе видела, а подумала о ней, ну как-то, ну сразу it мысли was quite всякие. interesting experience because she said that I felt the same for you. So I thought maybe it was revelation of God's heart for me, towards me, and I Ну shared да, with her. подумала, может я ошиблась, может это Бог как Maybe бы it ко was a мне mistake. говорил. А потом я поняла, But I realized что Бог использовал эту ситуацию, что я видела, как Он ее любил, как это было, настолько for me it was a умилялась great этим, lesson что я because поняла, I что felt, Бог experienced специально это God, показал, для who того, is чтобы я loving поняла, как Он меня любит, как Он щедр ко мне. my sister, and it was a way for Him to tell me, to show me how much He loves me So personally. you experience God yourself. Yeah. То есть сама пережила Бога. I love that. That's how He functions. А мне это That's what He очень does. классно. Это именно то, что Он делает. That's what we want. Это то, что мы хотим. Okay, let's talk about what you received. Давайте поговорим о What том, was it like to have someone pray for you and ask this question? Ask, "Who are you, God, for me?" What was it like to hear that word? What happened? to receive. Yes. You know what I want to say. So when they received. Когда вы получали пророческое слово, люди спрашивали по этим пунктам, что ты хочешь показать Богу, кто ты для человека, и вы услышали. Что вы переживали, когда вы получили пророчество? Любовь! Okay, what was it like to
hear somebody talk to you about Опишите God свои saying переживания. Вот когда вам He's one of these говорили, natures and this то is есть how это He's было doing в it. тему, в точку, мимо. Ну как, что вы, What короче happens? говоря? Бог прям наполнил, вошел и разорвал. Ну что, короче, произошло? Давайте, прошу. Я переживала подтверждение, потому что Бог тот, кто говорит. Потому что, For me, it was God who was speaking to me, and it was a confirmation. потому что да, часто и через слово я тоже думаю, или это мне так хочется, чтобы Бог так говорил. Because for many times I was doubting if the Lord is И saying to сестра me. Галя сказала, что Бог говорит со мной через слово. And Но very often when I was reading, going through the Bible, I was doubting if it's my understanding, my interpretation, or the Holy Spirit wants to reveal Himself to me. And it was straight to my doubts, to my situation. God is speaking to you through the Bible. Да, это было ко мне, конечно, утешение. It was both comfort, confirmation, Я себе не and придумываю, information. I'm not just thinking to myself. а что Бог так и действует, так я... He's truly talking to me. Это подтверждение было. So, you know, we can, whatever word we received, and if we feel like it really was from the Lord, Когда мы получаем такое слово, и мы знаем, что это от Бога, you can take this and continue to talk to Him about who He что is. важно сделать, вы ухватитесь за него и продолжите на эту тему с ним It's a very real communication. чтобы пророчество не было только раз в And God is saying, I want to tell you more about то есть me. типа романтическое переживание. Нет, развивайте диалог с Богом на эту тему. So here, I'm opening the door, come in to this То есть place. таким образом вы открываете дверь и впускаете And know me more, его в эту реальность experience своей me жизни. more. И вы начинаете больше переживать его. Ask me where I am in the Word. Ask То есть- me where my name is in the Word. How do I want to speak to you about me out of the Bible? То есть спрашивайте, например, его, как ты хочешь говорить со мной из Библии? Покажи мне, кто я в Библии. Каково мое имя там? Что ты хочешь показать обо мне? There are many ways you can respond to this. То есть на самом деле можно очень многообразно откликнуться на эти. And remember, like I said last night, prophetic words are really the beginning of a conversation that you can have Я with помню, God. вчера вечером развивал эту идею, что пророческое слово – это на самом деле развитие диалога с Богом. Это начало диалога. Прошу. Я, в общем, сюди прийшла. Я себе погано почувала. Я першу частину взагалі майже нічого не чула. Постійно боліло в мене, в общем, я так не могла Well, I сконцентруватися. was, as you can tell, I felt ill, Я very ill зараз physically. проходжу пустелю, от вона дуже затягнулася. And for me, it's like a desert experience right Коли now. дуже довго йдеш, воно здається, що все, вже Because сил I feel немає, pain більше in вже my body a падаєш. long time already. And Бо не sometimes чуєш I'm там. discouraged and I think to І myself, коли я сюди dear прийшла, God, так but when I мені came here, сказали там, не бійся, не страшись, тому що then я I Господь heard Бог, і я the з words тобою, of ти creating courage. праведна, I'm with you, you are righteous in my sight. просто не зупиняйся, I love you, йди do not stop, до just своєї keep цілі, я going тебе towards your goal. відновлюю, я буду з I will тобою. renew your strength, I will Це так, be you, support you. фізично, в принципі, досі болить, але And I felt so good inside. душевно натхнення, I'm filled круто, now with слава His Богу. presence. I'm encouraged to keep on going. That's Holy Spirit. Да, это Дух Святой. Это чудо. Я хочу сказать, что когда я закрыла глаза и спросила у Господа, When I closed my что ты хочешь сказать asked моей the Lord, what do сестре? you want to talk to my sister? И я не запомнила четко все I пункты, did not remember all the но points in my буквально mind. сразу я услышала голос Right away I и те heard слова, которые Господь хочет сказать моей The сестре. words that Я He еще раз wants спросила, to express to my sister. это те слова, Господь, которые ты хочешь? И в ответ молчания я сказала, что я скажу эти слова, потому что так хочешь ты. И когда я высвободила эти слова для сестры, она потом сказала, что это действительно так. Что я поняла тогда, когда я посмотрела уже на пункты, то 5-й пункт говорит тот, кто говорит. И он говорит всегда и везде, через любую ситуацию, через проповедника. В общем, я поняла, что Господь не молчит. He is not quiet. He is speaking all the time in
using many different ways and really ministered to my sister. Когда сестричка поделилась своим словом, невероятное присутствие, просто She prophesied to this young lady. When she prophesied to me, I felt such a strong presence of God. I really was filled with His presence, and it was always, I'm with you, do not be afraid. Come on. Just move on, move forward. I had some struggles in my life. So encouragement from God, trust me, rely on me, take further step. Victory is waiting for you. Целоваться. Ну дай услышать тебе. Да. Когда мне, да, он справится без громче. Да говори громче, не стесняйся. Мне сказали, что тот, кто видит и заботится. То есть, для меня это было подтверждением вчерашнего пророчества. И Бог рядом, Он видит мои усилия, мои смирения, и Он заботится. For me, it means that every day when I wake up, He's with me, He takes care of me. I can learn Him in solving my difficulties, problems, whatever happens, not to worry, because He sees me in every situation. Yes. Okay, so now you can continue to meditate on that. Okay, we have this one more, and I want to say something. Продолжи размышлять над этим откровением. Еще один человек, и потом я хотел бы говорить с вами. Сразу как появился список, еще до пророчества мы с Самуилом посмотрели и чисто субъективно для себя вот мы решили, я спрашиваю Самуила, а какой для тебя Бог, каким ты его видишь? И он сказал, что для меня Бог тот, кто говорит. А я говорю, для меня Бог заботливый и щедрый. Потом нам пришла сестра, мы уже начали молиться. И она нам сказала, она повторила то, что мы сказали сами себя. Or something else, and then when we started praying, Sister released according to those 2 points. Exactly. So first she spoke to us, then she spoke to both of us the same, without knowing exactly what we understood. So excellent. And it just flowed. It was easy. We received. Правда, это легко. Мы принимали, это как течение, легко течет. Doesn't work by us working. We receive. То есть это не похоже на какую-то работу, что-то сложное. Okay. So that's the end of our exercise. I want to give you a little homework assignment if you want to do it. Но это конец нашего упражнения. И я хочу дать домашнее задание, если вы the more you exercise your gift, the more you will grow in it. Помните, чем больше вы практикуете, тем больше это укрепляется, и вы растете в этом. So I just have a suggestion. What we did tonight. То, что мы сделали сегодня. These same questions, these 5 те же самые 5 вопросов в соответствии с этими характеристиками. Ask Holy Spirit to highlight 2 people for you. Попросите Святой Дух, запишите домашнее задание. Показать вам 2 людей, которых Он хочет, for these other 2 people. For these 2 people. Чтобы Он показал вам 2 людей, которым Он хочет, чтобы вы пророчествовали и явили Его им. Ask Him, write it down, and then find a moment to share with them. Затем запишите откровение и найдите, улучшите момент, когда вы можете поделиться этим с этими 2 людьми. Just experience that. Just tell, if they were in this class, just say, I'm practicing praying for people, and I felt like God spoke to me about you, and I think this is what He said. То есть попробуйте дома попросить показать 2 людей и получить слово для них, записать его и затем поделиться. Если они слишком испугаются, объясните, но это было домашнее задание, мы были на пророческой школе, нам задали. Я спросил про тебя. So just keep it simple, keep your expression to that person simple. Но я очень вдохновляю, не усложняйте свои пророчества всякими наворотами. Просто, ясно, понятно. Хорошо? Yeah, because in the same way that we rely on Holy Spirit to receive and understand,
Потому что точно так же, как мы полагаемся на Дух Святой, чтобы получить от Него, услышать Его, we are also trusting Him in the release, and He will accomplish what He wants to do in мы the release полагаемся as на well. Него, когда мы высвобождаем пророчество, доверяем Ему, что Он осуществит, коснется, скажет, дает даст понимание и так далее. So there's not any part of this process where we're making it happen. То есть никакая часть этого процесса от нас не зависит в том смысле, что нам надо что-то делать, чтобы все получилось. Это не наша работа. Дело в доверии, в принятии и в освобождении. Хорошо? So thank you so much. Everybody give yourself a hand. Давайте похлопаем. So we will meet back tomorrow Завтра мы встречаемся в 10. at 10. 10 часов утра. I don't know if Пастор, что-то хотела сказать или что-то? Завершение. Okay, I'll meet you. All right. Слава Богу. Вот что я хотел сказать. Когда-то один проповедовал часа 2. Проповедовал. Это не к этой ситуации, просто сказать. И вот он говорит в церкви, ну что вам еще сказать, братья и сестры? Жена сидит впереди и говорит, скажи уже аминь. Хорошо. Окей, я переживал очень сильно Божье присутствие, очень здесь, движется, я вижу это. И Он учит нас. И, в принципе, это та вещь пророчества, это та вещь, которую должен уметь делать каждый христианин. Все вы можете пророчествовать. И мне нравится, как в очень хорошем духе Шерон учит. Без вот наворотов, да, и доказываний, и отклонений таких неправильных. Знаете, основание для правильного пророчества – это знание характера Бога. Братья и сестры, я видел очень много, как пророческий дар навредил человеку, которого он был, или другим людям, из-за того, что люди не знали Христа. Пророчество сфокусировано на Христе, на том, какой Он, на Его характере, на том, что Он сделал на кресте. Пророчество всегда исходит из этого. Если пророчество может быть говорить факты, но если пророчество говорит факты, нет Духа Христова, нет характера Христова, это ложное пророчество. И мне так нравится, как Шерон это делает. Просто супер. Я слышу этот Дух Христов. Вот, Дух, который был проявлен в полноте на кресте Господа. И я слышу это здесь. Поэтому берите это, насыщайтесь, вот, и учитесь, двигайтесь в этом. Я верю, что Бог будет использовать вас могущественно для других людей, для верующих, для неверующих. Вот, Бог будет двигаться. Слава Богу. Завтра у нас в 10 часов начало.